Всем привет! Это вторая часть по постройке багги-рампы из GTA 5. В прошлой части была сварена и местами усилена рама багги. Кстати, в длину она 520 сантиметров. В этой части сделаем полностью подвеску, разварки и рулевое управление. Начали с задних рычагов. Они будут сделаны из профильной трубы толщиной 3 мм. Конструкция их будет такая же, как и в игре. На концах рычага нужно приварить посадочные кольца для сайлентблока. Их я сделал из толстостенной трубы, удалось найти подходящего диаметра. Кольца немного нужно поправить на токарном станке и проточить внутреннюю поверхность. Теперь их можно приварить на свои места. Сайлентблоки для рычагов взял от задней балки Renault Logan. В GTA ребятам помогают зарабатывать всякие темные делишки и криминальные элементы. Но мы с вами не такие, и доход получаем только честным путем. Например, с карты Тинькофф Black. Как видите, моя карта уже повидала многое, давно и активно ей пользуюсь. А сейчас Тинькофф обновили дизайн, так что теперь вообще красота. Кстати, недавно Тинькофф вошел в список 13 системно значимых банков. Это самые крупные и влиятельные организации финансового сектора России, а значит, доверие заслуживает. Так вот, Тинькофф Black — это дебетовая карта с кэшбэком и ежемесячным доходом на остаток. 1% кэшбэк с любых покупок по карте. До 15% кэшбэк на выбранные вами категории. До 20% кэшбэк при покупке билетов в кино, на концерты или театры в мобильном приложении Тинькофф. До 6% годовых на счет, который приходит каждый месяц. Приходит же кэшбэк не виртуальными баллами, а реальными рублями, которые даже можно снять в банкомате. Снимать деньги, кстати, можно в любом банкомате мира бесплатно. Переводы тоже бесплатные, по номеру карты или телефона. Ну и советую поторопиться, ведь если успеть это сделать до 31 октября, то обслуживание карты будет бесплатным навсегда. Не упустите, ссылка в описании. Уши для рычагов будут сделаны из 10-мм пластины. Все сделано с большим запасом по прочности. Мало ли мне потом захочется на него поставить какой-нибудь мощный двигатель, например V8. Собрал уши вместе, чтобы выровнять посадочные места. Теперь можно собрать все вместе и приварить к подрамнику из такого же профиля. Подрамник из трубы будет интегрирован в раму и усилен распорками, но после того, как к рычагам будут приварены площадки для поворотных кулаков. Их я возьму от донора 41-го москвича, который когда-то предназначался для квадры, и чтобы он просто так не стоял, было решено использовать его для рампы. С кулака нужно снять все лишнее. Пластину нужно приварить под уклоном, чтобы компенсировать изгиб крепежных отверстий на кулаке. Сразу просверлил отверстие в пластине и прикрутил ее к кулаку. Теперь с помощью угольника выставил угол и приварил к рычагу.
То же самое нужно сделать с другой стороны. Пластина будет усиливаться с помощью косынок. После всю конструкцию приварили к раме. Сразу нужно посмотреть, где будет находиться колесо. Получилось четко по центру арки. С расположением колеса все хорошо, и можно усиливать крепление подрамника к раме. Было задумано, что стойки тоже будут использованы от донора, но после установки их на штатные крепления кулака стало ясно, что они не смогут здесь корректно работать. Так как рычаг идет параллельно раме, его просто сломает при работе подвески. Нужно его разместить сзади, и все будет работать, но тогда уже можно использовать задние амортизаторы. А пружина встанет в это место. Для нее нужна чашка, которую я срезал со старой стойки. Верхний упор пружины будет сварен из труб, и к нему также будет приварена чашка. Нужно проверить, на каком уровне с этими пружинами находится рама багги. Получилось низко, так как еще багги сядет, когда будет установлен двигатель. Решили опустить подвеску, опустив задний стакан на 12 сантиметров. Вот теперь, думаю, будет нормально. Далее нужно приварить к рычагам уши для амортизатора. Сверху шток амортизатора будет вставлен в кронштейн. Усиливаться вся конструкция будет после установки двигателя, так как окончательное положение подвески будет видно под нагрузкой. На очереди передняя подвеска. Она будет стандартная, двухрычажная. Рычаги будут сделаны из труб с помощью трубогиба. Передняя подвеска спокойно должна выдерживать 2 тонны, иначе багги не сможет переворачивать машины. Нагнул заготовки для рычагов и вырезал пластинки для крепления шаровых опор. Из получившихся деталей сварили нижние рычаги. Для сайлентблоков были нарезаны трубки, и немного был уменьшен их диаметр. Я потерял алюминиевые вставки, вместо них будут использованы негодные сайлентблоки. Уши для рычагов будут напилены из швеллера. В передней подвеске также будет использован интегрированный подрамник, который будет сварен из 2 рамок. Нашли центр и приварили первую рамку к раме. К ней по месту будут приварены уши сайлентблоков, а после и рычаг. Нижним ограничителем рычага будет являться рама, можно в этом месте прикрутить резиновые пятки. Теперь нужно проварить рычаг и установить его на свое место, чтобы к нему можно было прикрутить поворотный кулак. Поворотный кулак будет использован от Chevy Nivы. Чтобы он корректно работал, нужно в него установить привод, а именно шлицевую часть, которая стянет конусные подшипники.
На этом кулаке слишком широко расставлены шаровые опоры, из-за этого рычагам нет свободного хода. Чтобы все работало, нужно укоротить верхнюю сошку. Пришла на ум идея просто развернуть крепление шаровой опоры вверх ногами. Вот теперь у верхнего рычага есть свободный ход, и он не будет задевать за раму. Для верхнего рычага через проставки будет приварена вторая рамка. Выставил колесо в ноль и отрезал верхний рычаг нужной длины. После этого нужно приварить верхние уши, а к ним приварить верхние рычаги. Теперь осталось все проварить. Нужно сделать так, чтобы подвеска поднималась, иначе дальше в мастерской рампа не уедет, сядет сплиттером на первой яме. Для этого будут использоваться пневмобаллоны. Да, вы очень внимательны, эти баллоны с кибертрака, на него были заказаны другие пневмопружины. Конструкция крепления будет точно такая же. Верхний упор для подушки будет сделан из швеллера, также на него будет опираться рычаг в боевом самом низком положении. Пока в этой мастерской не было компрессора, проверяли пневмоподвеску с помощью баллона с аргоном. Все работает, ограничителем подъема является рама багги. Если перенести эту трубу, рампа сможет подниматься еще выше, но я думаю, этой высоты более чем достаточно. Далее идет рулевое управление, рейка будет использоваться также от донора. Ее нужно доработать, вместо родных рулевых тяг будет использована труба. Для этого к рейке был прикручен кронштейн. Рейка будет находиться в этом месте. На кронштейн будет привариваться труба, а с обоих ее сторон приварили такие рулевые тяги. Они будут приварены точками с временными промежутками, так что второпласт не пострадает. Возникла еще одна небольшая проблема. Рулевые сошки упираются в рычаг, нужно их перенести. Для проверки сошка была приварена через проставку. Рулевой наконечник подошел от москвича, его лишь нужно немного укоротить. Заработался и совсем забыл об углах подвески, такая же проблема была на багги из PUBG. При подъеме и опускании подвески колеса сами по себе подруливают. Это решается очень просто, переносом рулевой рейки между рычагами. Главное, чтобы шарниры подвески были на одной линии.
после удачной проверки можно окончательно проварить рулевые сошки. А вот и новая незадача. Только после всех проверок поняли, что колеса крутятся в другую сторону, руль вправо, колеса влево. Как оказалось, у 41-го москвича рулевая рейка находится спереди, а мы установили ее сзади, от этого так и получилось. Благо, соседи по боксу с автомастерской подогнали хорошую рейку, она как раз подходит по длине трубы. Нужно лишь доработать рулевые тяги, приварить к ним подходящую резьбу для рейки. Рейку разместили также между рамок. Вот теперь направление правильное и соответствует повороту рулевого вала. Рулевую колонку временно приварил на трубу приборной панели. Рулевой вал был удлинен трубой. Можно установить руль и проверить управление. Можно даже немного проехаться по мастерской. Подвеска собрана, все крутится, едет и поворачивает. Теперь для багги нужны колеса. Для передней подвески будут сделаны разварки из штампованных дисков. Ширину диска нужно померить по месту. Наружный обод должен быть по ширине рамы. Для этого нужно сделать вставку около 10 сантиметров. Все колеса будут собираться с камерами. Колеса подошли идеально, ничего не трет и не задевает. Теперь задние колеса. Конструкция рычага не дает встать на место заднему диску. Чтобы все встало на место, нужно развернуть центр диска. После разворота центра диск был выровнен и проварен. Это было не так просто сделать, так как диски изначально были кривыми, их нужно было сначала прокатать, но заметили мы это только после разворота центра. У багги рампы зацеп должен быть хорошим, и для этого будут сделаны двойные колеса. К доработанному диску будет приварен еще один. По поводу расстояния между колесами, трения, износа и нагрева объясню. Это не грузовая машина, и она не будет перевозить тонны песка, нагрузка будет минимальна. И если даже что-то и когда-то произойдет, это будет через пару тысяч километров, а я думаю, она за весь срок службы столько не проедет. А если и проедет, я готов установить на нее новый бэушный комплект резины, и ее в таком виде отдают практически даром. Для того, чтобы добраться до крепежных болтов, была срезана центральная часть второго диска. Получился такой широченный диск. Первую покрышку на него я одел легко, а вот со второй возникли трудности, погнул все монтажки, но она так и не встала на свое место. А все потому, что углубление диска оказалось с другой стороны. Пришлось все отпиливать и разворачивать второй диск. Получается такая же конструкция, но вот полка теперь находится внутри диска.
Можно, конечно, срезать центр диска и приварить пару распорок, но это уже будет в другой раз. Теперь стоит установить колеса на свое место и посмотреть на общий вид багги-рампы, который уже практически приобрел законченный внешний вид. Эта серия уже бьет рекорд по продолжительности, а значит, ее стоит заканчивать. В этой части проделана огромная работа. Если вам понравилось, ставьте большой палец вверх. Если еще не подписаны, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей части, где будет установлен двигатель, и багги самостоятельно проедет свои первые метры.